Приветствую вас, дорогие гости и постоянные зрители канала Ева Оракул. С вами Ева. И сегодня мы с вами посмотрим тему без темы. Вы знаете, наверное, первый раз такое у меня на канале, когда вот я села, взяла карты, и, знаете, такая вот была звенящая тишина. Была такая звенящая тишина, как будто бы вот у вас такое состояние, что вопросов как бы и нету, знаете, вот просто хочется, чтобы, кстати, карта императрицы, я же говорю, что все внутри, то есть вы хотите, что вот сейчас вот поток, вот без всяких вопросов получить ответы, знаете, вот такой вот идет какой-то из потока, то есть вы хотите получить ответы, не задавая вопросов. Вот, я сегодня для вас таким шикарным видом, свет будет немножко прыгать. Настраивайтесь на расклад. Сегодня будет единый вариант для всех. И посмотрим, что вам хотят сказать высшие силы, что вам хочет передать поток. Какие-то, знаете, такая вот какая-то тишина, какая-то мудрая тишина, как будто бы вот вы хотите услышать себя, свой внутренний голос. Интересно, давайте посмотрим, что там такое. Какой-то сегодня будет неожиданный и интересный поток. Видите, выходили вы сначала императрицы, видите, королева Пентакли, но вы женщина с опытом. Женщина, которая, знаете, вот вы освоили и профессию, и жизнь, и, возможно, вы были замужем, или вы были, знаете, в таких вот серьезных отношениях. То есть вы повидали жизнь, вы чувствуете себя уверенно, спокойно. Вот это вот, кстати говоря, вот это вот состояние абсолютной тишины и покоя, вот из которого я начинала рассказывать. То есть я когда подключилась к потоку к вам и включила камеру, знаете, такая вот тишина. Вот просто я и так про себя все знаю. Я просто прислушиваюсь к себе, я слушаю свой внутренний голос, я знаю, что будет непросто, я знаю, что бывает непросто, я знаю, как бывает непросто. Но я со всем справлюсь. У меня есть опыт, у меня есть силы, понимаете? Вы так немножко даже вот свысока так смотрите немножко на ситуацию, потому что вы уже, ну вот правда, вы уже на опыте, вы прошли очень много, общались с очень многими людьми, вы и в отношениях очень, понимаете, во-первых, у вас уже были отношения, в которых вы были очень счастливы. Неважно, какой-то отрезок времени дрилось, может быть, это даже было что-то такое мимолетное, понимаете. Сейчас вот как так сделать, чтобы и меня видно, и карты, и вид. Ну вот вы видите, вот так вот будет, наверное, все время как-то сейчас, извиняю. Вот видите, вот как-то здесь настроить свет, чтобы как-то вот и вид, что-то вот так, вот как-то так, не знаю. Девочки, ну будем как-то подстраиваться, не знаю. Значит, смотрите, видите, у вас уже был опыт отношений, и вы были очень счастливы. То есть вы были, вот почему вы королева Пентакли? Потому что, знаете, вот вы так смотрите уже на все немножко так свысока даже, да, в хорошем смысле. Потому что у вас уже, вы пробовали жизнь. То есть сказать, понимаете, даже если сегодня последний день вашей жизни, почему-то такое идет, не знаю, если даже последний сегодня день в этой жизни, понимаете, вы очень много пережили, очень много попробовали, вы эту жизнь вкусили. Вы поняли ее, понимаете? Вы много разного попробовали, много разных чувств, эмоций испытали. Поэтому у кого-то это была долгая история, понимаете, которая продолжалась, у кого-то даже дети были в этой истории. Любовной такой, вот именно отношения мужчина и женщина, понимаете? И вот, кстати, вот видите, интересно, здесь десятка кубков, вроде бы счастье, но вот я вот смотрю, что вот почему вот вы десятка пентаклей, понимаете, вы... Видите, здесь женщина обнимает мужчину, и как будто бы она имеет какую-то... Первый раз, кстати, обратила на это внимание, сколько я пользуюсь этой колодой. Это, кстати, по-моему, это вообще первая, что ли, колода, которая у меня появилась. Очень много ей лет. Она, знаете, уже такая пожившая. Я ее так люблю, очень бережно к ней отношусь, очень люблю. Колода светлого провидца. Вот, и вы знаете, вот вы его так обнимаете, и вот мне так идет, что вы даже сейчас вот смотрите на эту карту, вы сейчас, вот для каждого это что-то свое резонирует, то есть кто-то отношения больше вел, кого-то приходилось мужчину контролировать, потому что как будто бы без вашего слова, без вашего надзора все развалится. Но и вот пытались вы как-то это счастье выстроить, понимаете, и вы даже больше это себе представляли, чем оно было на самом деле, понимаете, то есть вы гораздо, вы настолько, вот у вас картинка, какое счастье вы хотите, потому что вы это же строите не из пустоты, вы это строите из вот королева Пентакли, что у вас на самом деле внутри, то есть у вас есть большой опыт понимания, какими должны быть отношения, что должно бы быть. Поэтому там были отношения, как сказать, вы были счастливы, но немножко не так, как вам бы хотелось бы были, понимаете, счастливы. Были вещи, которые вроде бы, вот картинка очень такая красочная, и
понимаете, вот то, что как бы, может быть, другие смотрят, для других эта картинка идеальная, но только вы знаете, чего вам это стоит, поддерживать эту идеальную картинку, эти счастливые отношения, всю эту семью, всю эту пару. Только вы знаете, чего вам это стоило, в какой вам позиции зю приходилось находиться, возможно, отчасти некомфортной. Поэтому сейчас вы в позиции вот такая вот королева Пентакли мне идете, понимаете, женщина мачур. Вот женщина такая, вы знаете, очень зрелая, мудрая женщина, которая вам пытаюсь вам открыть вид, когда нету карты, чтобы вы насладились невероятным пейзажем, одним из просто самых великолепных видов, которые вот есть в моей округе. Я сегодня специально вот хотела здесь записать для вас расклад после йоги. И вы знаете, вот правда, давно такого не было, чтобы мисс потока была тишина, звенящая тишина, чтобы вы услышали тишину и как будто бы насладились, вот знаете, своей победой, потому что вы проделали огромную работу, и даже если, понимаете, понимаете, вот тут координация, даже если вы будете в одиночестве, вот у вас такие мысли, даже если, допустим, вот вы так себя успокаиваете, даже если я никого уже не встречу, даже если у меня уже не будет никаких отношений, даже если я вот останусь одна, мое сердце, оно в ранах, но я прожила, понимаете, я прожила столько всякого, восьмерка пентаклей, у меня столько было всего интересного, и самое главное, что у вас есть опыт и навыки, вы сможете воссоздать себе ту картинку, какую вы хотите, из ничего, понимаете? Даже из пустоты, из боли вы можете воссоздать что-то невероятное, потому что вы, ну, понимаете, вот здесь вот такое вот мне идет, что, во-первых, звезда выходит, и мир выходит. Интересно, смотрите, вот какая комбинация выходит. Сейчас я вам покажу. Ну, просто невероятно. Это хорошо мешало я колоду, понимаете? То есть это рабочая колода. И так, чтобы вот вышел такой ряд, понимаете? Вот даже вот спустя те отношения, да, у вас состояние, возможно, сейчас в глубине души только вы знаете, что у вас есть какое-то разочарование, возможно, вы, вот, знаете, на последнем волоске надежды. А будет ли то счастье, о котором я мечтаю, да? Вот это вот радуга, вот это вот счастье по десятке кубков, будет ли оно у меня еще? Или вот это вот все, понимаете? Но здесь есть ключик, и здесь есть замочек, есть надежда. Вы знаете, что нужно делать, понимаете? Это не просто пустая рефлексия, пустые страдания. Это, знаете, такая передышка, возможно, истощение, но здесь есть решение. И почему есть решение? Вот видите, сразу же какие карты выходят. Во-первых, во-первых, вы видите, вот здесь вот, да, здесь по справедливости, понимаете, и здесь вот, ну вот это, понимаете, должно к вам прийти. То есть вы, как сказать, вы, возможно, настолько вот в этом состоянии, с такими, знаете, полузакрытыми веками, в таком состоянии и сидите, и находитесь здесь даже вот именно сегодня, понимаете, потому что вы чувствуете, что будет как будет. Я доверяю миру, я уже знаю, я этот мир вкусила, понимаете, вы звезда, иерофант, вы этот мир, вы уже прошли столько всяких кругов, понимаете, и циклов, что вы только не видели, да, и вы как женщина познали этот мир, ну просто полностью, понимаете, и духовные уроки. И вы верите в свою мечту, вы понимаете, вы знаете, что может быть. Вы думаете еще так, понимаете, мне вот еще идет такое, если я тогда испытывала такое счастье, а я была тогда еще совсем юная, я тогда только узнавала мир, то какое сейчас, когда я такая мудрая, когда я королева Пентаклей, я императрица, вы первая карта у нас выходила, императрица, понимаете, то какое счастье, какие вообще смыслы, какие отношения я смогу получить сейчас, понимаете? Так вот, я слышала на прошлом видео, скрежетали волосы, задевали микрофон, понимаете? Я вот не контролирую свои действия. Не контролирую я, понимаете, это вы думаете так просто, я сижу в общественном пространстве, кто-то мне там опять пытался писать про понимаете, девушки, пожалуйста, не пишите, потому что я в потоке, я не контролирую не что же себя, не пространство, я в потоке их картах, если я буду следить за тем, как я говорю, что я говорю, понимаете, это уже будет не потоковое чтение, это будет чтение лекции. Поэтому это никому не нужно, мне это точно не интересно. Поэтому, пожалуйста, с уважением и с терпимостью относитесь к тому, как я могу там как-то слова повторять или еще что-то, потому что я нахожусь в потоке. Вот, смотрите, девятка пентаклей выходит.
тут же подтверждение, понимаете? Вот даже вот, понимаете, вот почему я сейчас такую вам как будто бы лекцию вам прочитала, наставление дала, понимаете? Такая вот как вы, такая вот королева спектакля, свысока немножко глазки такая призакрыла, понимаете, такая томная. То есть вы настолько спокойная, вы настолько знаете, что у вас будет изобилие, девятка пентаклей, ну очень хорошая карта, понимаете? Вы знаете, вы верите, вы спокойны. И вот даже вот на любые какие-то моменты, какие-то шероховатости, понимаете, вы их будете как-то очень спокойно к ним относиться, понимаете? Вот не зря почему-то я захотела вам про это сказать, да? Потому что вот даже так, как я это сказала, видите, я нахожусь в вашем потоке, в вашей энергии. То есть сказать это спокойно, без какого-то, понимаете, без какой-то эмоции. То есть вы настолько уравновешены, вы настолько сейчас находитесь в таком, вы знаете, как самурай, спокойный самурай. И ведь видите здесь такое вот отражение. То есть у вас как будто бы, вы даже, может быть, внешне вас видят одну, но внутри, вот я вам переверну эту карту, смотрите, ни разу этого почему-то, вот так, видите, сегодня вообще колода по-новому раскрывается, потому что вы раскрываетесь для себя и для мира по-новому. Смотрите, вот так мы ее перевернем. Совершенно другая девушка, даже вот чем-то сегодня вот как будто бы на меня, да, вот прическа напоминает, как будто бы вы сами в себе сейчас будете находить новые лица, понимаете? Новые лица, новые облики, новые желания, новые потребности, новые... Даже вот мне идет такое ощущение, какие-то мотивы для действия, понимаете? Вот что-то вас раньше не мотивировало, не интересовало, а тут начнет интересовать. И у вас начнет из-за этого по-другому закручиваться реальность. Вы знаете, чтобы получить что-то новое, нужно сделать какие-то новые шаги. Вот оно здесь об этом, понимаете? Вы будете видеть какие-то... Вот обратите внимание, все у нас сегодня про пентакли. Ни одних жезлов, ни одних мечей. Королева пентаклей, двойка пентаклей, девятка пентаклей. Понимаете, все про то, что вы настолько устойчиво стоите вообще на земле, в своем, как бы, знаете, вот вы настолько спокойно, умиротворенно, заземленно и устойчиво себя сейчас ощущаете, что бы ни происходило. Сегодня ветра, ураган, шторм, но я вот здесь вот нашла какой-то угол, понимаете, вот такой, чтобы я и смогла как-то записать, чтобы ветер там не отвлекал и так далее, ничего не летало. И вот так вот и вы, понимаете, вот там что-то штормы в мире. Мир вообще, может быть, апокалипсис, мир рушится, но у вас внутри такое ощущение спокойствия, гармонии, уверенности, понимаете? И вот мне идет это не потому, что вы не замечаете или по двойке мечей, не хотите не замечать какие-то вещи, да, что вы закрываете глаза на что-то, что вы такая, знаете, вот, как сказать, как там говорят, розовые очки надела, да, что ты как бы просто как страус спряталась в песок. Нет, какой страус спряталась в песок? Сейчас я вам подтверждение. Вы просто человек, который... Вы посмотрите, сегодня семерка пентаклей. Ну вот даже если выходят мечи, понимаете, но они мне выходят все в противовес тому, что вокруг происходит, что вы видите вокруг, в каком состоянии люди вокруг и в каком состоянии вы. Вы как будто бы, знаете, вот спокойно выращиваете свое состояние внутри, понимаете? Вот вы его как будто бы создаете. Вы создаете свою реальность. Вас вообще ничего не отвлекает. Я же говорю, поэтому не было темы, потому что какая-то внутренняя тишина. Состояние внутренней тишины, состояние внутренней ясности, состояние устойчивости, заземленности, устойчивости, какое-то слово. То есть, знаете, вот я сейчас просто пытаюсь нащупать, да, вот вас, описать вас здесь. Вот, что мне еще, вы знаете, сейчас идет? Здесь уже про мужчину мне, понимаете, сейчас уже про мужчину мне хочется сказать. Понимаете, тут какой-то момент, вот, что какой-то мужчина, какая-то смена эпох, какой-то образ мужчины уходит из вашей жизни, даже в вашей голове. И какой-то совершенно новый образ мужчины приходит для вас. То есть вам нужен мужчина, что ли, какой-то, понимаете, вот исключительно для любви. Чтобы вас вообще больше другое ничего не интересует. Вы как будто бы, знаете, можете и денег заработать, и как-то устроить свою жизнь, и как-то вообще выживать в этом мире, и быть вообще одна. Вас это не беспокоит. Вас больше всего беспокоит проживать свою жизнь, не испытывая любви, не испытывая взаимности, не имея человека, с которым ты сможешь вот так вот прям вот здесь вот, понимаете, вот прям вот это вот тепло собрать и вот отдать, понимаете, и получить. Вот это прям по сердечной чакре, чтобы был такой обмен. Вот это вас больше всего пугает, понимаете. Вас больше вообще ничего не пугает в этой жизни. Вы вы, вот знаете, вот вы не железный воин, вы человек, вот знаете, как такой вот, правда, самурай, который нашел такой внутренний покой. Хотя вот я смотрю, понимаете, вокруг вас сейчас, я не знаю, где вы находитесь, какие там обстоятельства, какие люди вас окружают. Возможно, это в вашей стране или в вашем городе сейчас очень тяжелые ситуации.
Мы все знаем, что у нас в новостной ленте. Возможно, тут еще связано с мужчиной, то есть какие-то вот, понимаете, воспоминания, какая-то вот, какие-то еще боли, какие-то еще обиды есть. То есть вы уже как будто бы и вышли из тех отношений, понимаете, прошли основной период борьбы, но какие-то еще остатки есть, понимаете, и вы вот настолько пережили много разных, пережили много таких вот разных ситуаций, что вы вообще не хотите тратить больше ни йоту своей жизни, жизненной энергии, кроме как на любовь. Вот если это нужно сделать, там, не знаю, выйти на новую работу, а смогу ли я там чувствовать радость? Идем. Нет радости, сколько бы денег ни заплатили, нет, понимаете? А эти отношения мне принесут общение с этим человеком, неважно с кем, отношения с этим человеком принесут ли мне гармонию, такое, знаете, вот соединение такое душ, неважно, кто это, понимаете, друг, мужчина, женщина, коллега, кто угодно, любое общение. А принесет ли это мне наполнение? Принесет ли мне это удовольствие? Если да, я туда иду. Если нет, знаете, как говорится, даже не зовите меня, потому что вы настолько уже духовно зрелый человек, вы знаете цену своей энергии, вы просто больше не хотите вообще ни минуты, понимаете, потому что вы прям очень хотите дойти к своей мечте, к своей цели. Вы хотите только в радости. Вот это вот вы раньше шли, понимаете, как ослик нагруженный, а сейчас вы хотите проходить тот же путь, но уже по-другому, понимаете, в радости, в счастье, в гармонии. То есть вы не закрываетесь от мира, вы хотите дальше познавать мир, радоваться, вы хотите встретить мужчину, вы хотите работать, вы хотите развиваться, вы хотите реализовываться. Вы всего это очень хотите, но вы больше не хотите ни секунды, ни дня, ни минуты проживать без гармонии, внутренней, без счастья, без радости, понимаете? Вы больше не хотите таких отношений, где даже на один день, на одну минуту будут вот такое. Вы сразу разворачиваетесь и уходите, понимаете? Вот. Потому что вы уже знаете, как держать свои границы. Что у нас здесь, да, девятка жезлов. Наконец-то что-то вышло про действия, понимаете? И то они, понимаете, действия не активные, а пассивные, я бы сказала. То есть они действия, когда действия без действия. Потому что просто своим внутренним состоянием вы уже выравниваете пространство вокруг себя, держите, скажем так, оборону, понимаете? То есть когда вы в восстановленном состоянии, у вас абсолютная защита, понимаете? Вы абсолютно можете легко действовать свободно, потому что вы, видите, простите, фокус сегодня света, экспозиция скачет туда-назад, потому что или карты, или пейзаж, или я, видите, ну, пытаюсь балансировать между этим. Но мне очень хочется, понимаете, пока лето, пользуюсь таким возможностью, что я могу сидеть вот в теплых пространствах, хотя, вы знаете, вот уже у нас получается, да, уже скоро будет туда-сюда, знаете, это разгар лета, а я, видите, я вот даже могу что-то накидывать. Такие вот, знаете, какие-то вот такие холодные ветра все еще гуляют вокруг вас. И вы, вот я же говорю, видите, вот как будто бы холодные еще ветра гуляют вокруг вас, какие-то обстоятельства еще есть. Не сказать, что вы сейчас уже прям на голубом облачке сидите, понимаете? Нет, какие-то еще драмы развиваются вокруг, какие-то еще есть у вас, возможно, нападки, какие-то, знаете, с кем-то еще даже, возможно, есть небольшое противостояние. Но вы вот, понимаете, вот эта вот карта вот настолько хорошо объясняет, вот понимаете, вас. Вот вас и вашу вообще вот это вот, понимаете, ваше такое вот состояние, ваше состояние женщины, которая, вот понимаете, в такой вот дзен, в хорошем смысле, понимаете, вот такой вот, как это сказать, вот вы вот так вот, понимаете, вот, сейчас вот я вам скажу, какое состояние, вот прям вот так вот просто дзен, такой покой, вы такая женщина, которая, вот вы энергию всю собрали, такая все здесь, все я собрала, я в центре. Что бы ни происходило, я остаюсь все равно. Никто не сможет нарушить мой покой. Никакие больше внешние обстоятельства не нарушат мою гармонию, мою целостность и мое желание быть счастливой, понимаете? Ни один. Понимаете? Вот просто вот просто понимаете? Вот не зря, кстати, вот видите, сегодня, наверное, первый расклад, который я записываю вот так вот именно после йоги, после такого вот моего, у меня был такой интересный, у меня была неделя очень занятая, я долго не могла записать вам расклад, выйти на связь несколько дней. И десятка, почему десятка, я сказала, мне почему-то десятка кубков снова возвращается, видите, потому что здесь карта Солнца такая же радужная, такая же счастливая. Я же говорю, то есть раньше было такое счастье, где вы должны были что-то придумывать, додумывать. Оно было вроде как бы полное счастье. Десятка кубов вполне некуда, и кто не посмотрит со стороны, и вы сами смотрите, думаете, а что?
что-то здесь не так, ну вы-то внутри знаете, что там не так, понимаете? А сейчас это уже счастье, когда не кого-то нужно сдерживать, кого-то нужно управлять кем-то, а это счастье, понимаете, вот такой вот расплавленной, птица, которая расправила плечи. Счастье женщины, которая, понимаете, уже вот она не думает, а так, а сяк, а как надо, понимаете, уже есть опыт не перебирать, не думать, не сомневаться. Есть абсолютное. Вот сегодня вы абсолютно вот пентакли, понимаете, вот десятка пентаклей. Сегодня вы женщина, которая твердо знает, что хочет, твердо к этому идет, в спокойном состоянии, не теряя в равновесие, не размениваясь ни на какие эмоции, там какие-то дрязги, ссоры, переживания. То есть абсолютно, знаете, такое состояние, я в балансе, я иду к своей мечте, я знаю, что у меня будет мужчина, с которым я уже буду точно так же, не в фантазиях иллюзорных, понимаете, а конкретно, стабильно жить и уже реализовывать все свои, знаете, вот твердо стоя на земле, понимаете, если там десятка кубков тоже была семья, и тоже было дети, но все это как будто бы парило в облаках, понимаете, и за этим было очень много внутренних, знаете, таких вот каких-то скрытых моментов, которые знали, видели наедине только вы. Помните, у нас там была карта, вы лежали такая, как в гнезде, и там сердце ваше как будто бы отдельно, понимаете? И вы как бы вот в такой позиции пытаетесь как-то приспособиться к этому счастью. Но здесь, понимаете, совершенно другого плана отношения, когда есть стабильная семья, понимаете, и вы тоже стабильная, и есть доход, и есть гармония, и есть понимание, что мы оба хотим одного и того же, понимаете, на равных, здесь партнеры. Здесь никто никого не доминирует, вы оба делаете одно дело. Растите детей вместе, ведете быт вместе, зарабатываете вместе, все делаете вместе, понимаете, рука об руку. То есть такие отношения, такие партнерские. И вы хотите вот этого, понимаете? Вы не хотите прям, знаете, вот у меня не идет такого, что вы такая женщина, королева Пентакли, которая хочет сесть на шею. И вообще, знаете, вот прям как... ничего там плохого нету, но у вас такой огромный потенциал, понимаете, вы хотите реализовываться. Вы хотите реализации, все пентакливое сегодня, понимаете? Паш Пентакли. У вас есть чем заняться, у вас есть много идей каких-то, каких-то возможностей, которые вы хотите еще реализовывать, понимаете? Вы хотите, чтобы был мужчина, который вас смог поддержать в этом, понимаете? Которому не нужно было бы доказывать, ну это потому, что мне нравится, а это потому, что я смогу там деньги заработать. Человеку будет все равно, будет видеть, что вам это интересно, понимаете? Сейчас я вам вот где выходила опять. Понимаете, вот человек будет видеть, ваш партнер, что вам это нравится, и он будет вас поддерживать. Вам не нужно будет говорить, я хочу тем заняться, я хочу те курсы пройти, а я хочу там обучиться, а я хочу туда съездить, а зачем тебе это надо? Или там, да, это вообще ерунда. Нет, это будет человек, который, если он видит, что у вас есть к этому желание, он будет давать вам эту возможность реализации, понимаете, и вы будете с удовольствием, понимаете, вот здесь, вот видите, интересно, я сегодня как раз, сегодня, это моя любимая, кстати, в йоге поза, да, то есть вы настолько вот вы будете в равновесии, то что любой шанс, любая возможность, она вам по плечу, понимаете. Интересно, я вам сегодня почему-то все время рассказываю про себя, про йогу. Наверное, может быть, кому-то захочется, или кто-то сейчас решил заняться йогой, или каким-то спортом, или чем-то таким для себя, знаете, вот потому что у вас такое состояние, знаете, спокойной, уравновешенной женщине. Вот вы видите, какое у меня сегодня состояние? Посмотрите мои другие расклады. Вот вы вышли императрицей, вы вышли изначально королева Пентаклей, и я вот сейчас, видите, какая такая сижу? Я такая, знаете, на чили, на расслабоне, как говорится. То есть я абсолютное состояние уверенности, покоя, такого, знаете, вот немножко так свысока на ситуацию, на людей, на жизнь, потому что, знаете, вот я эту жизнь понял, как говорится, понимаете? То есть это невероятный расклад, посмотрите. Тройка пентаклей. Потому что, я же говорю, в этом союзе это будет, понимаете, все будут трудиться на благо счастья друг друга. Не будет так, что я что-то делаю, кто-то берет. То есть это будет настолько гармоничный союз мужчины и женщины, и отношений, понимаете, вот тот, которым вы мечтаете, где все работают как команда, партнерство, мы работаем вместе, мы действуем вместе, мы помогаем друг другу, чтобы каждый обрел свою силу, понимаете, и каждый, как сказать, мог воплотить свое предназначение, свои возможности, свои сильные стороны в этой жизни. И мужчина, и вы, то есть вы будете друг другу как бы помогать. Давайте посмотрим про мужчину. Мне очень интересно посмотреть про него. Что же там за мужчина у такой невероятной, великолепной женщины? Вот это вот. Посмотрите, какая вот вы. Здесь вот вы такая королева мечей. Я же говорю, что вы и королева пентаклей, и императрица, и королева мечей. Вот чего в вас только нету, понимаете? И вот посмотрите, вот прям вы сидите вот так вот, понимаете, туда вот смотрите вдаль, и вы вот такая вот, понимаете?
И там где-то тоже вот флаг развивается, да? Вот абсолютно желто-красный. Вы представляете, потому что шторм. Понимаете, вот видите, вот то есть вы такая уже прошли столько штормов, столько ситуаций жизни, вы уже сами, понимаете, стали такой женщиной, которая может холодно разрубить, понимаете, что-то не нравится, что-то не так, вы холодно, голова с плеч. Разрезаете эту ленточку связи с кем-то, все, закрыли тему. Как я не мешаю, понимаете, но вот все равно, вот эта вот карта, во-первых, все время возвращается, девятка пентаклей, потому что она говорит, что вы, это не потому, это, вы знаете, вот состояние вот королевы мечевой, потому что вы очень хотите ценить то, что вы, все свои наработки, вы не будете разбрасывать энергию просто так. Ну, давайте посмотрим про мужчину, очень мне интересно, что ж там, какой там мужчина, потому что, видите, все идет про семью. Сейчас я хорошо перемешаю, настроюсь, а вы пока насладитесь этим прекрасным видом. Раннее утро. Я тут, видите, в самом-самом таком потаенном уголочке, а видите, как только про мужчину заговорила, ветер сразу на меня подул. Потому что это, знаете, какая-то не дальняя история. Это вот то, что вот совсем рядышком. И мне захотелось, знаете, так хорошенько перемешать колоду, как будто бы, знаете, история как с чистого листа. То есть вы хотите начать отношения как с чистого листа с мужчиной и вообще хотите вот все свои прошлые истории с мужчинами забыть. Простите, волосы поправляю. Щекочет, лезут в лицо все время от ветра. Значит, мужчин. Вот я же говорю, что вы хлебнули, сейчас начнутся карты. Да, у нас первые по пентакли, сейчас начнется хардкор, понимаете? Потому что вы вот не просто так, вот такая, вот знаете, вот такая вот, мне прям идут такие длинные ресницы. Возможно, у вас ресницы сейчас длинные, или вы их так, или, может быть, там как-то себе их там нарастили, или что там делают, да, или как-то вот их накрасили, что они такие вот длинные, понимаете, так вот распахнуто прям вот у меня всегда чуть-чуть, а у вас вот как будто бы, знаете, вот они такие большие, вы как такая с ресницы такие опустили, такая взмахнули, то есть вы такая, знаете, вот такая вот, я не знаю, слова не могу подобрать, девочки, напишите, какая это. Такая вот королева, понимаете, такая важная, такая неторопливая, такая царская. Потому что вы побывали вот в этой шкуре женщины, об которую, знаете, вот просто вытерли ноги. Вот, я поняла, понимаете? Вот такое ощущение от вас, что просто вот вытерли ноги, обесценили. Вот как так можно было так обращаться, понимаете? О, все, вы включили, вспомнили то. Я прям к вам присоединилась. Вы прям вот эта вот королева мечевая. Все, вон, вот такое вот, понимаете, все, больше никогда. То есть вас так обидели, вы это так, знаете, внутри вот это пережили, это вот сделало вас той женщиной, которую вы сейчас, понимаете, такой сильной. Это было очень больно, вы вообще, вы думали, вот вас просто размазали как будто, растоптали, понимаете, и это дало вам вообще вот ощущение, что нет, со мной так больше не будет, я больше буду держать вообще оборону, я буду за себя бороться, то есть я буду действовать теперь так, выстраивать отношения так, чтобы меня никто не обидел по жезлов, понимаете? Да, вы, видите, то есть вы сейчас уже совершенно по-другому будете, вы уже, скажем так, резко принимаете решение. Вы не будете долго сидеть, там что-то вас кто-то, знаете, обидел, что-то сказал, на это слово уволить, выгнать. Знаете, такая вы, это злая королева. Но нет, вы злая королева, не злая, вы просто королева такая, знаете, вот такая вот четкая, конкретная, потому что вы больше не хотите сидеть у разбитого корыта, не хотите, чтобы больше никто вас обесценивал. Поэтому здесь, видите, вы по колеснице и по десятке кубков, вы к этому счастью учитесь, вы помните вкус этого счастья, вы к нему идете. И вот почему-то, вот понимаете, я про мужчину не могу говорить. Почему там про мужчину? Вот видите, все не могу, а все про вас, знаете. Такое ощущение, что вы как бы мне говорите, что, а я вообще не хочу думать, там, как будто бы, какой мужчина, а что, какой мне нужен. Я самая лучшая, я самая прекрасная, и у меня будет самый лучший мужчина. То есть не какой-то там, самый лучший, понимаете? Вот это вы мне говорите прямо из потока. Ева, что там смотреть на картах? Есть просто одно слово. Самый лучший мужчина, понимаете? Самый лучший мужчина, понимаете? Вот мужчина, с который будет уже в достатке, с домом, с квартирой, там, не знаю, с машиной, с работой. Понимаете, у него уже есть все. И ему вот только не хватает женщины, понимаете, которая уже тоже прошла свой путь, понимаете, которая тоже что-то есть уже за плечами, за душой. И уже строить можно совместные какие-то планы, понимаете. Интересно, вот здесь вот эта карта, вот такие вот как будто бы лампады какие-то висят, понимаете, такие какие-то люстры. То есть
это не жемчуга, понимаете? Это не обязательно, что, понимаете, вот такое ощущение, что вот вы поняли, что мне не нужно там миллионов и миллиардов, понимаете? То есть мне нужен мужчина, просто с которым мне все достаточно, понимаете? Это знаете, как сейчас вот уже все давно поняли, что от какой-то суммы, да, жизнь не меняется. Так вы хотите ту сумму, на которой вам комфортно, понимаете, на котором вам безопасно жить, на котором вам спокойно жить. И можно просто наслаждаться жизнью и реализовывать все свои желания, все свои потребности, понимаете? У вас уже нет желания, понимаете, вот все пентакливое, потому что вы поняли, сколько вам надо, вы поняли, что вам надо, вы поняли, какой человек вам нужен, понимаете? Вот такое ощущение, что про мужчину много говорить не надо, просто мужчина, отвечающий как бы на запрос вот этой вот женщины, королевы Пентакли, императрицы. Какой там может быть мужчина? Какой там может быть мужчина, понимаете? Равный. Опять выходит шестерка Пентаклей. Равный мужчина, такой же. Я сейчас не удивлюсь, если, во-первых, понимаете, человек-друг, который понял, и вы вот даже, может быть, понимаете, вот вы в прошлое оборачиваетесь и думаете, вот как в детстве были, как мы дружили, да, вы вспоминаете, да, это, я сейчас на русский не могу переключиться, вы вспоминаете, как было в детстве, да, вот такая чистая дружба, чистая любовь. Вот вы хотите таких простых, откровенных, четких отношений, понимаете? Да, и здесь по жрице, вы понимаете, вы настолько сейчас этого мужчину будете привлекать не умом, а своим состоянием, своим потоком, собой. То есть, если вы королева Пентаклей, он король Пентаклей. Если вы императрица, он император. Что про него говорить, что про него смотреть? Это человек, который нужен такой женщине, понимаете? Нечего сказать. Вот что про него сказать? Какой мужчина нужен такой женщине, понимаете? Вот это вот расклад общий, понимаете? Здесь каждая королева Пентаклей, каждая императрица про себя знает это. И такое ощущение, что вам даже никому, ни себе не нужно объяснять, потому что вы все давно поняли, понимаете, королева кубков. Вы все давно поняли, какое вам счастье нужно, какая любовь. И вы просто, понимаете, в таком состоянии, я принимаю, я беру это счастье. Я же говорю, с самого начала вот это состояние, знаете, вот почему такое немножко ресницы вниз и вот такое вот состояние, понимаете, я принимаю эту любовь, это счастье, вот оно ко мне идет, я знаю, что оно у меня будет. Потому что вы знаете, вы уверены, вы же выходили жрицей, вы знаете, вы чувствуете, у вас третий глаз, у вас интуиция, вы знаете, я такая, и на такое придет такой человек. Другого человека быть не может. Что его описывать, понимаете? Потому что вот вы выходили там королеву мечей. Вот сейчас, что я не буду вытягивать, карты будут симметрично отражать вас. И посмотрите, вот на этой колоде, ну, король здесь мечей, вот он такой же, понимаете, там она у моря сидела, и тоже на высоте с горизонтами, понимаете? Уже на особой высоте, понимаете? Она подкорила всех просто, понимаете, летающих объектов. Что это означает? Покорила все мысленные, все свои мысленные потоки, все свои обиды, все как бы какие-то мысли, которые шли из прошлого. Все покорено, совсем разобрались, у всего есть порядок, ничего больше не тревожит. То есть ты не будешь колупать другому человеку мозги, потому что у тебя есть какие-то травмы, которые не проработал. Ты их проработал, и ты спокойно можешь уже идти в новые отношения, понимаете? Потому что вы такая же королева жезлов. Император выходил. Вы представляете, вот сейчас, где там он был. Представляете, мелькнул император, не успела вам показать. Ну ладно, он сейчас, наверное, еще раз выйдет. Я же говорю, что сейчас будет просто повторяться вся история отражения вас. То есть здесь, знаете, почему так? Потому что как можно перемешать эту колоду, чтобы больше, там еще между ними была эта карта сила, все старшие арканы. Вот скажите, как так перемешать эту колоду? Как перемешать эту колоду? Ну, это вот, скажите, когда-то было у меня на раскладе такое? Вот когда-то было. Карта сила, карта мир и карта звезда, мечта, понимаете? Вот мечта, исполнение вашей мечты вот мне идет, понимаете, именно отношения мужчины. Что-то выходит про мужчину, понимаете? Вот какой мужчина нужен этой женщине? Потому что здесь колода, все женские фигуры, да? В основном на таких картах. Какой нужен мужчина? Вот на карту сила мужская, вот нарисуйте себе мужскую там, да, отражение этой карты. Карта мир, да, то есть мужчина, который повидал мир, который всякое повидал, у него чего только не было, понимаете? Повидал жизнь. Вот такой же мужчина. Нету просто в этой карте. Почему не выходят мужские карты? Я не могу понять. Там вот только император мне мелькал. Только там есть такая вот император. И король мечей. Все остальное женские фигуры.
мужчина, который тоже знает. То есть это все про него. Это и про вас, и про него, понимаете? Потому что вы вот выходили по десятке пентаклей, одинаковые партнеры, абсолютно одинаковые люди, в одинаковом, на одинаковый запрос друг друга. Партнерство, понимаете? В отношениях, где мы равны, где мы делаем одно, у нас одни цели, одни интересы, и мы заинтересованы, чтобы каждый из нас воплощал свои мечты, усиливал себя, понимаете, и становился в этом мире тем человеком, который он хочет, и раскрывал все свои силы, потенциалы, и мы друг друга, вот самое главное, мы друг друга усиливали, понимаете, вот такие вот партнеры. Не мы друг с другом боремся, а мы вместе идем в этот мир. Мы против этого как бы мира, понимаете, взаимодействуем. А не нужно тратить силы на борьбу. Вот у вас было в прошлых отношениях, понимаете, вы тратили силы на борьбу. Вот, вы и он, вот это ваша жизнь. Он куда-то там убегает, может быть, зависимости, может быть, какой-то алкоголь, может быть, какие-то проблемы, финансовые проблемы. А вы, понимаете, а вы все время, вот это вам нужно было держаться как-то, понимаете, вот с этим эмоциональным состоянием. Как можно, вот, понимаете, вот что-то, чего-то достигать, чего-то хотеть, что-то мечтать? Сложно было, понимаете, невозможно. Я же говорю, вот выходили вы королем. Я говорила, нету мужских карт. Вы представляете, как сегодня колоду? Это же надо, сколько я работаю на этой колоде. Посмотрите. Я говорила, нет мужских карт. Есть. Понимаете? Мужские карты есть. И вот они. Посмотрите. Там был маг. Мужчина. Здесь у нас что? Король жезлов и король кубков. Вы у нас тоже выходили королевой кубков. Единственное, что вы не выходили королевой королевой жезлов, да? Вы выходили, у вас карта силы на вас выпадает, понимаете? Вот. Потому что вам и не нужно, понимаете? Это ему нужно будет очень много для вас действовать, вкладываться. Вы уже девушка с запросами. Вот. И для того, чтобы такую девушку с запросами, знаете, угодить ей, здесь не только нужно цветочки, рестораны, походы, здесь еще нужно будет с ней поговорить, здесь нужно будет еще с ней, знаете, вот грубо говоря, в кавычках, заняться магией, то есть как бы магией жизни. Здесь нужно будет с ней о жизни разговаривать, здесь нужно будет с ней говорить о тонких вопросах, здесь нужно будет тоже быть очень тонко чувствующим человеком, который может уже тоже, понимаете, пришел в новое измерение и понимает, что это такое. Вот вам и расклад, девочки. Почти на 40 минут о тишине. Вот о чем вот эта тишина, понимаете? И это не то, что вы не хотите говорить. Вы не хотите говорить пустое, вы не хотите слушать пустое. Вы хотите состояния четкости, ясности, справедливости, когда все понятно, отношения, знакомства понятно, с первой минуты понятно, пишет, не пишет. Девочки, что нужно? Это будет на обложке. Извините. С чего начали? Ну вы просто, ну вы красотка. Вы посмотрите на эту. Посмотрите на себя. Вот как я, вот это, понимаешь, сейчас я начала вас описывать, и тут же выходят эти карты. Ну шикарный расклад, ну я не знаю, просто, ну просто идеальный поток, понимаете? Поток без слов, но с большим количеством слов, понимаете? Королева кубков, королева пентаклей. Понимаете, только что выходил такой же мужчина у нас. То есть вы... Ой, ну это просто, я не знаю, вот что сказать. Без слов. Понимаете, вот, все. Творите эту магию жизни, творите эту любовь. Девочки, пишите в комментариях, как вам откликается. Вот узнали себя? Такие припущенные глаза, понимаете, такая вот вы вся. Наслаждаетесь жизнью, готовы принимать все, что нужно, понимаете? И мужчина, который вот вас будет сохранять в таком состоянии, вам не нужно будет там по тройке мечей, по пятерке мечей, вот быть в этом состоянии напряжения, стресса, что сейчас происходит, неизвестность, нестабильность, одни сплошные эти скандалы и разборки, ссоры какие-то, знаете, вот это стресс. Где вы видите здесь стресс? Здесь состояние полного покоя, уверенности. Мы спокойно обрели друг друга, обрели жизнь, мы поняли эту жизнь, и мы ей наслаждаемся. Ну, девочки, ну как классно. Вот это будет у нас на обложке. Пишите в комментариях, что вам срезонировало. Сейчас напоследок вам вытянем карту совета, что вам еще посоветуют в конце, да. Может быть, есть какое-то, что-то мы еще не сказали, может быть, я что-то не учла. Пишите в комментариях, что вам срезонировало сегодня. Старалась для вас, выбирала красивый вид. Тут у меня бугенвилли, тут у меня чистое небо. Вообще первое небо, когда летом облака. Обычно у нас нет вообще облаков. Море сегодня буйное такое, штормовое. Красивый пейзаж.
Ах, Пишите в комментариях. Если вы хотите отблагодарить меня за расклад, вы знаете, есть кнопочка «Донаты», есть кнопочка «Thanks». Я благодарю всех, у кого возникает такое желание меня благодарить за мой труд и за мою работу. Если вы хотите быть ближе ко мне, получать недельные и расклады Таро на неделю, какие-то подсказки, у меня есть лунный календарь, у меня есть в закрытом телеграм-канале инсайты, такие постсцены, что я делюсь, что было после расклада, до расклада, новые колоды. В общем, если вы хотите, переходите в закрытый телеграм-канал. Там будет формироваться такое узкое сообщество. Вот. Там у меня сейчас в основном несколько человек, только мы собираемся. Там девушки, которые были у меня на консультациях. Поэтому приходите в том числе на консультации, если вы хотите разобрать вашу тему. Вот. В общем, карта совет вам, понимаете. Сегодня, ну просто, понимаете, шикарно. Карта совета. Опять старшие арканы. Посмотрите, сильнейший просто сегодня расклад. Такой, знаете, судьбоносный, мощный. Вот люди вот такие непростые пришли, понимаете, такие мощные, сильные, у которых уже столько позади, понимаете, столько вы пережили, понимаете. Здесь десятка мечей, ну, очень тяжелый. Вот максимум испытаний, которые можно пережить, да, по судьбе, у вас такой, вы кармический, понимаете, у вас очень большая такая развязка освобождения от кармы идет, поэтому очень много было уроков, очень много тяжести. Нужно поблагодарить, понимаете, мир за это, потому что это вас ведет к счастью. Карта Солнца. Ну вот скажите, вот какие у меня бывают расклады, когда не заканчивается у меня расклад картой Солнца? Редко бывает. Потому что, ну, вернее, я имею в виду, что очень часто бывает, что на раскладах заканчивается именно картой Солнца. И вам совет, что вы идете, понимаете, не печальтесь о том, что было. Доверьтесь судьбе. Такой простой совет, да? И это ваша мечта, ваше счастье, оно придет к вам. Ну, никуда не деться, понимаете? Вот по королеве Пентаклей, по королеве Кубков вы его достойны, вы его принимаете. Девочки, какой прекрасный расклад, такое состояние классное, потому что вот вы сегодня, ну вот такая вот вы классная. Вот эти две карты последние вышли, они будут на обложке, я их поставлю, потому что это вот абсолютно о вас. Вот вы, понимаете, вот призакрытые глаза, соединение со своей женской природой и вообще соединение со своим, понимаете, внутренним «я». Шикарный расклад. Будем с вами прощаться из этого прекрасного места. Понимаете, даже вот не могу колоду отпустить, понимаете, не могу, понимаете, хочется продолжать быть с вами рядом, понимаете. Шестерка кубков, потому что такая очень хорошая сегодня энергия. Надеюсь, вы ее почувствовали. Этот поток вам срезонировал. Пишите в комментариях. Подписывайтесь, если хотите увидеться снова. С вами была Ева. Я вас целую, обнимаю. Пока. До новых встреч.